Всем привет! Обзор снова про радиоприемник. В руках примерно 3-4 месяца, и за это время сложились определенные впечатления. В этом видеоролике посмотрим и комплектацию, в том числе и качество приема на разных режимах. Как живется в доме с таким видом? Насколько в нем спокойно? Так что обо всем подробно. Всем приятного просмотра. KKR24 Technologies. Конец 90-х и появление первой модели в линейке 909 серии. За ним следует модификация X, уже обновленный вариант, и теперь самая совершенная модель X2 в линейке данного бренда. В комплект поставки видим фирменная упаковка с тиснением названия производителя. И появление этой модели вселяет надежду о том, что настоящее аналоговое радио еще не скоро исчезнет. Первым в глаза бросается полноценное руководство пользователя, в котором можем видеть все основные технические параметры. Также видим шаг частотного диапазона для каждого режима приема. В зависимости от длины в метрах удобно организовано и перемещение по данному диапазону. Здесь настройки для однополосной модуляции верхней и нижней боковой полосы. В зависимости от выбранного диапазона приема есть возможность и выбрать ширины полосы пропускания, ну и остальные технические параметры радиоприемника. Блок питания для работы радиоприемника от бытовой переменной сети, который преобразует постоянное напряжение 9 вольт и с током коммутации в 1,2 ампера. Жалко, конечно, что сразу не предусмотрели и стандарты наших розеток, европейскую вилку, и для этого адаптера в комплекте нет даже переходной вилки. Но зато при отсутствии элементов питания спокойно работает от данного источника и без особых помех. Видимо, фильтр способствует сглаживанию сетевых наводок. Диаметр разъема 5,5 мм и длина составляет почти 2 метра. В комплекте можем видеть внешнюю антенну с разъемом мини-джек 3,5 мм, включающий в себя механизм быстрой сборки проволоки антенны. Для того, чтобы повесить, предусмотрено вот такой зажим, и диаметр данной антенны составляет 8 см. Далее видим вот такие наушники. С виду сделано все очень качественно. И разъем с таким хорошим покрытием стандарта мини-джек 3,5 мм. И для удобства хранения и транспортировки вот такая сумка. Не знаю, что это за материал, может эко-кожа или натуральная кожа, но смотрится очень даже неплохо. И сшито все очень аккуратно. Ну и, собственно, сам приемник. Приемник немаленьких размеров и такой приятный вес в руках. Чтобы было удобно хвататься за прибор, на обратной стороне есть специальные выемки. Видим, нанесен и часовой пояс, всемирное координированное время, по которому народ может регулировать часы в зависимости от расположения континента. На крышке отсека элементов видим на все 5 диапазонов максимально полный охват частотного диапазона, который сможем проверить и убедиться далее в ролике. Опорная ножка открывается-закрывается легко, и приемник, как видим, отлично фиксируется на плоскости. Отсек для элементов питания вмещает 4 батарейки стандарта 2А 1,5 вольт,
либо в случае использования низковольтных никель-металл гибридных аккумуляторов есть такой микропереключатель, чтобы можно было сразу заряжать, не вынимая из устройства. Справа микропереключатель, это уже для охвата сетки частотного диапазона как европейского, так и американского, то есть выбирать шаг в 10 или 9 кГц. Приемник имеет неплохую энергоэффективность и за 2 часа не успевает опустошить элементы питания, хватает на весь день и даже больше, в зависимости от параметров и громкости воспроизведения. Для фиксации на плоскости предусмотрены еще такие резиновые ножки. Телескопическая антенна имеет здесь хороший размер. Видим дополнительный ход антенны. Это предусмотрено для того, чтобы максимально увеличить угол наклона телескопа. Может и не так сильно, но все-таки предусмотрено больше возможностей выбора положения. И длина такого телескопа достигает почти 120 сантиметров. Если делать нормальное сравнение, то это действительно очень такой солидный прибор, и мне кажется, есть хотя бы смысл сравнивать с моделями 880 или 990. Большой жидкокристаллический монохромный дисплей имеет 3 степени регулировки яркости, вне зависимости от того, включен или выключен радиоприемник. С помощью данной кнопки коротким нажатием можем задавать оптимальное значение яркости. Отличное распределение света на всей поверхности экрана, нет никаких паразитных боковых засветов. Хотя это и не удивительно в такой ценовой категории, но дисплей действительно смотрится отлично. Либо в целях экономии энергии данную подсветку можно полностью отключить. С виду дисплей кажется цветным экраном, хотя по факту это всего лишь цветная подложка, так что это обычный классический монохромный жидкокристаллический дисплей. Первое включение приемника. Отклик нажатия кнопок на слух достаточно тихо, хотя тактильно все очень даже отчетливо. Включение-выключение производится коротким нажатием кнопки. Есть еще второй способ включения. Удерживая нажатой данную кнопку, видим, появляется значение таймера, то есть предлагается выбрать время автоматического отключения радиоприемника. Максимально доступное время таймера 90 минут, и чтобы зафиксировать время автоотключения, отпускаем кнопку на выбранном значении времени. И как видим, появляется вот такой значок на дисплее в виде импровизированного человека на кровати. То есть таким образом включаем режим Sleep, режим сна. Параметры на дисплее. Первое — это индикация ширины полосы пропускания. В текущем положении выбрано автоматический подбор, то есть приемник автоматически сам подбирает в зависимости от качества сигнала более узкую или широкую полосу пропускания. С правой стороны это уровень индикатор сигнала, благодаря которому можем оценить и качество сигнала радиостанции. Снизу строка Memory, память, в котором можно разместить до 9 ячеек, сохранить до 9 радиостанций на одной странице. И эти страницы Page 1, в зависимости от количества каналов, можно переключаться. Данный индикатор позволяет контролировать состояние и примерное количество заряда элементов питания. Наверху значение Home, то есть предполагает отражение домашнего времени, поскольку в приемнике есть возможность установить и международное время. И достаточно крупными цифрами в центре дисплея отражается частота. Это особенно полезно у кого не очень хорошее зрение, для пользователя более старшего поколения.
Справа расположен регулятор громкости. Здесь нет строгой привязки к цифровым значениям, то есть быстрым движением можно резко увеличить громкость, либо медленно, но более точно подбирать оптимальный уровень громкости для комфортного прослушивания. Карты можно в сувенирных магазинах 10 музеев Подмосковья, а также в кассах некоторых автовокзалов и автостанций. Данный регулятор не может бесконечно вращаться, имеет начало и конец, и такой механический способ регулировки исключает случайный сдвиг при выключении и включении радиоприемника. Вращать регулятор можно и с помощью одного пальца, хотя следует отметить довольно тугой ход вращения, и по-хорошему сюда напрашивается мелкая насечка, чтобы жирные пальцы не могли скользить. Эта кнопка включает интересную функцию, позволяет установить специальный ограничитель для уровня сигнала, и при автоматическом сканировании радиостанции с параметрами уровня сигнала значением ниже установленной отметки приемник не сохраняет, то есть при сканировании отбираются радиостанции только с хорошим уровнем сигнала. То есть радиостанции, чей порог сигнала ниже уровня этой отметки, попросту не попадают в список сохраненных ячеек памяти. Данное колесо позволяет в ручном режиме перемещаться по частотному диапазону, то есть производить ручной поиск. Очень легкий ход вращения. Не знаю, можно ли увидеть на камеру, но есть слегка ощутимый шаг селектора, то есть ход такой ступенчатый. И это несмотря на очень легкое вращение. Центральная кнопка Step позволяет выбирать шаг частотного диапазона. Возможность выбирать более крупный шаг для быстрой настройки, либо выбрать второй вариант для более тонкой, более точной подстройки. Чтобы сохранить жизнь и продлить срок службы данного волкодера, это не единственный способ переключения, и с помощью этих боковых кнопок снова можно производить ручной поиск. Либо при удержании нажатой кнопки переключается в полуавтоматический режим поиска, то есть автоматический поиск до первой рабочей станции. Еще одна ценная функция RDS в данном приемнике, как видим, отображает полезную информацию на дисплее и периодически включается-отключается значок стерео. Судя по значению индикатора, можно догадаться поддержки стереорежима, разумеется, при подключении наушников или внешней акустической системы. Данная строка в зависимости от частоты радиовещания с помощью кнопки «Инфо» можно переключать каналы информационных сообщений, то есть из функции RDS позволяет извлекать максимально полезной информации. Внизу под регулятором громкости расположены три переключателя. Первое – это возможность включить замок, и на включенном режиме, как видим, появляется вот такой значок. И теперь радиоприемник защищен от случайного нажатия кнопок. Как видим, ни одна функция, ни одна кнопка не реагирует. Но с включенной данной защитой все-таки видим, регулятор громкости неизменно продолжает свою работу. В 1819 году Фария умер в нищете и безвестности. Но Наджи стали... Влияние второго переключателя – это возможность выбирать из трех положений. Первое положение News для более оптимальной передачи голосовой речи. Положение норм – это средний баланс, так скажем, оптимальный подбор низких, средних и высоких частот на выходе. И раздел Music для максимально яркой, выразительной, то есть оптимизация, слушать музыкальные радиовещания. И смотрим, как это все работает. Лишние сантиметры, то можно
можно записаться на специальный массаж или эндосферу. Каждому по потребностям, как говорится. В Anybody, наоборот, делают большой упор на инклюзивность. Здесь вам всеми способами будут показывать, что любое тело прекрасно, а уж ваше просто лучшее. Берите сезонный... Патриаршие пруды или Патрики. Место модное во всех отношениях. Много интересных зданий, много захватывающих историй, много разнообразных кафе. А пруд-то всего один, хоть и произносится во множественном числе. Видно, как меняется выразительность, качество передачи речи, но это опять же в зависимости от качества сигнала радиостанции. И еще один переключатель, который позволяет выбрать охват частотного диапазона. Если автоматический режим приемник подстраивается самостоятельно, то в ручном режиме видно, как можем регулировать полосу пропускания, то есть выбирать широкую либо узкую полосу. Это полезная функция в случае очень плотного радиовещания, то есть на одинаковой частоте близ лежащих государствах, если одна частота залезает на другую, то есть можно попробовать расширить или наоборот сузить канал, чтобы извлечь нужную правильную форму сигнала. Клавиатура здесь довольно крупная, и поэтому крупные пальцы тоже здесь не промахнутся. Маркировка подсветки яркая, как будто горит подсветка, хотя здесь его нету, но вопрос, нужна ли она вообще здесь, поскольку для большого приемника дополнительное энергопотребление, хотя этот приемник и так отлично адаптирован. Есть специальные выемки, есть небольшая отметка выступ на кнопке 5, и даже в полной темноте на ощупь можно легко ориентироваться. И такие моменты особенно полезно, у кого есть проблемы со зрением. Ну а для тех, кто не смог адаптироваться и в темноте все-таки хочется что-то разглядеть, то прекрасная яркость дисплея снова дает возможность разглядеть на клавиатуре все, что нужно. С помощью руки создается отличное отражение света. Снизу расположены мелкие отверстия, две из которых мне пока непонятно за что отвечает. А вот Reset – это возможность сделать сброс на заводские по умолчанию установки. Для этого с помощью иголки можно произвести полный сброс настроек. Размер динамика можно предположить примерно 2,5 дюйма, то есть 75 мм. Данная сетка плохо передается на камеру, и чтобы случайно не продавить, под сеткой расположены ребра жесткости. В целом по качеству материала и качеству изготовления сложно к чему-либо придраться. С помощью этой кнопки можно выбирать, задавать домашнее время. И здесь, как видим, есть заводские предустановки для любого региона, возможность выбрать свой часовой пояс. И для того, чтобы сохранить выбранный часовой пояс, просто нажимаем кнопку Enter. И как видно, результат сохраняется, то есть таким образом можно задавать домашнее время. Нажимаем еще раз, теперь появляется другое значение, то есть в приемнике можно выбирать и второй часовой пояс. Для этого все точно так же повторяем те же самые операции, выбираем любой часовой пояс. Пусть это будет Америка, и точно так же сохраняем результат. Теперь с помощью кнопки Set можем установить более точное время, то есть настроить часы. Для этого короткое нажатие переводит в раздел настроек, и с помощью клавиатуры набираем текущее время, и результат снова сохраняем данной кнопкой. И теперь по домашнему времени часы показывают 7:30, но если переключиться на второй пояс, то здесь, как видим, часы автоматически подстраиваются по выбранному поясу. То есть в Америке сейчас время полдень. И такая функция полезна, чья работа связана с постоянными переездами. И центральная кнопка.
если не ошибаюсь, это возможность переводить часы на летнее время. Будильник в этом радиоприемнике сразу 3 штуки. Настройка также все просто. В качестве будильника можно выбирать простой сигнал, либо можно установить частоту радиостанции и просыпаться уже под хорошую музыку. То есть с помощью данной кнопки можно выбирать простую мелодию или какую-нибудь радиостанцию. Будильник с заводским сигналом срабатывает очень интересно. Это сейчас как раз проверим. И установка времени будильника тоже набираем с помощью клавиатуры. И снова сохраняем результат. И теперь смотрим, как будильник начинает работу. Начинается с тихой громкости, постепенно увеличивая как громкость и увеличивая интенсивность звукового сигнала. В общем, слушаем. А если в качестве будильника установить радиостанцию, тогда приемник начинает срабатывать сразу на той громкости, которая установлена. То есть, как звуковым сигналом, здесь нет постепенного увеличения громкости в автоматическом порядке. То есть срабатывает та громкость, которая установлена при выключении радиоприемника. Для того, чтобы сделать автоматическое сканирование каналов на выбранном диапазоне, удерживаем кнопку нажатой. И как видим, приемник переходит в режим автоматического поиска радиостанции. Строка снизу, видим, появляются цифры, то есть ячейки памяти, в котором в каждом из них запоминается своя радиостанция, и для одной страницы можно вместить до 9 ячеек памяти, то есть снова те же 9 радиостанций. На первый взгляд кажется сложная реализация вызова радиостанции из ячеек памяти. Для примера можем видеть 9 радиоканалов размещено на одной странице. И для того, чтобы переключиться на любой из них, достаточно всего лишь кликать в клавиатуре соответствующую ячейку памяти. И как видим, чтобы переключиться с первой ячейки памяти на 9-ю ячейку, нет необходимости перебирать все ячейки памяти, и таким образом очень быстро можно перемещаться по радиостанциям. То есть значительно ускоряет процесс переключения радиочастот. Ну а для тех, у кого в городе не 9, а еще больше радиостанций, тогда есть такая кнопка Page, с помощью которого уже, как видим, можем переключаться между страницами. И для каждой страницы также возможность сохранять до 9 ячеек памяти. И точно так же перемещаться быстро между радиостанциями. И автоматический поиск в данном случае, как видим, сохранил 4 страницы, из которых доступны до 9 радиостанций. И такой способ перемещения казалось очень сложным, но если привыкнуть, уже не хочется другого вида перемещения по частотному диапазону. В общем, все очень продуманно. А если хочется удалить какую-нибудь радиостанцию, для этого нажимаем кнопку Memory, память. Как видим, начинает мигать ячейка, и с помощью кнопки Clear, то есть стирать, таким образом освобождается ячейка памяти. А если наоборот хочется сохранить выбранную частоту, то снова нажимаем кнопку Memory. Теперь снова начинает мигать ячейка памяти, то есть при желании можно и переключаться, и на выбранной странице, как видим,
С помощью данной кнопки сохраняем радиостанцию в данной ячейке памяти. В зависимости от того, какой выбрать диапазон, слева столбец показывает возможное максимальное количество страниц, и как могли видеть, для каждой из них можно было сохранить по 9 радиостанций. Соответственно, правый столбец — это максимальное количество ячеек памяти для сохранения частот радиостанции. И если сравнивать FM-диапазон, то здесь максимальное количество радиостанций, которые можно сохранить, это 36 штук. Такое количество более чем достаточно, но есть города, в которых в данном диапазоне можно поймать 50 и более каналов. Тогда получается 36 ячеек памяти не хватает. И общее количество каналов, которые можно сохранить, это 558 радиостанций. Но это еще не потолок, поскольку в приемнике в общей сложности предусмотрено 3 хранилища, и в каждое из них вмещает по 558. То есть теперь в случае с FM-диапазоном можем сохранить не 36 каналов, а по 36 в каждой отдельной хранилище. И в данном FM-диапазоне это уже более 100 радиостанций. И максимальное количество радиостанций, которые можно сохранить, всех диапазонов вместе взятые, это 1674 каналов. На другой стороне можем видеть гнезда. Порт зеленого цвета – это для амплитудной модуляции, возможность подключения внешней антенны и стандарт мини-джек 3,5 мм. Рядом гнездо AUX, все тот же мини-джек 3,5 мм. На этот раз это линейный вход, возможность использовать радиоприемник в качестве акустической системы, то есть, например, с компьютера, телевизора и других устройств по проводу можно передавать сюда звуковой сигнал. Но для того, чтобы задействовать эту функцию, видим здесь связку, нужно включать-выключать данный порт с помощью кнопки. И при включении данной функции на дисплее появляется соответствующее значение. Далее два гнезда. Мне пока неизвестно, какова их роль в данном устройстве, но раз написано рекордер, можно предположить выходы для записи, то есть возможно это чистый, так скажем, необработанный сигнал, и порты здесь стандартом один 3,5 мм мини-джек, второй 2,5 мм. Если снова заглядывать в инструкцию, то здесь работа предположительно с внешним устройством от данного бренда, и в такой связке можно производить цифровой звукозапись. Далее идет гнездо для подключения наушников, который также можно использовать в качестве выхода сигнала на усилители мощности для тех, кому интересно масштабное полноценное стереозвучание. Ну и для тех, кому не хочется заморачиваться с элементами питания, есть вход для постоянного напряжения с напряжением в 9 вольт. И еще один неизвестный для меня переключатель, который также регулируется от упора до упора, то есть не бесконечное вращение, и это возможно работа со смесителем, правильнее говоря, управление фильтром промежуточной частоты, и за счет более широкой полосы на FM диапазоне разницу услышать практически невозможно, а вот в SV диапазоне при регулировке появляется и удаляется шум. Можно и предположить работу такой функции, как пороговый шумоподавитель, потому что назвать данный регулятор полосовым фильтром вряд ли получится, поскольку на приемнике уже есть 3 заводские предустановки по части фильтрации, поэтому пишите, кто как думает об этой функции. Ну а теперь можете оценить примерное качество звучания, ну и качество приема.
Государственной поддержки и стратегии регулирования индустрии, в основе которой впервые положен комплексный научный подход, направленный на развитие собственной уникальной производственной и кадровой. Нового городского кроссовера «Москвич-3» начнутся в Москве уже в декабре. Об этом говорится в заявлении Минпромторга. Ранее сообщалось, что сегодня на заводе «Москвич» было запущено серийное производство. А в городе даже без телескопа отличное качество приема. Смотрим, слушаем. Способны помочь в рамках антикризисных мер по поддержке бизнеса, спасению бизнеса. Несколько дней, наверное, конечно. Ну, столько массажеров, что угодно можно сделать в домашних условиях. Любые массажеры в домашних условиях. Этими двумя Роспотребнадзор уточняет закон о защите прав потребителей. Сейчас в нем есть противоречие, которое в некоторых случаях позволяет требовать именно безналичную оплату. Этим злоупотребляют многие сервисы, в том числе крупные. Индекс Мосбиржи, кстати, еще и за счет целого ряда нефтяных компаний прибавил по итогам регулярных торгов. Педагогический факультет педагогического института, но и музыкальное отделение педучилища. А мы хорошо себе представляем, к каким высоким результатам приводит единение поэтического таланта и музыкального слуха. С помощью данной кнопки можно переключаться на средние или длинные волны. И снова точно так же, удерживая нажатую кнопку, запускаем функцию автоскан, то есть автоматический поиск каналов. Но, как видим, это редкий случай, когда в окружении такого количества помех приемник, как видно, сохранил даже 8 радиостанций. В общем, смотрим этот диапазон тоже как с качеством приема и качеством звука. В континентальной хоккейной лиге состоялись матчи регулярного чемпионата. ЦСКА разгромил Сочи со счетом 6-0. СКА оказался сильнее Спартака 6-4. Авангард в гостях Familia lui Octavian But și alături de prieteni. Винесе ще більший. Тому ментальне здоров'я буде відновлюватися. Касаются, потому что когда ты читаешь о том, что старейшее химическое производство 170 лет. Теперь видим все частотные диапазоны. Кнопки управления расположены слева, сбоку. Интуитивно очень легко переключаться даже. И с помощью данной кнопки в однополосной модуляции можем переходить и на прием боковой, верхней и нижней полосы. Но для начала посмотрим прием общего канала. Versucht, seine Annexion dieser Region zu rechtfertigen. Our discussion about this Здесь также имеется возможность регулировать ширину полосы пропускания.
Как видим, здесь очень плотно забито каналами на разном языке. И прежде чем послушаем радиолюбителей, в этом диапазоне хочется отметить удобство перемещения по данному частотному диапазону. И как видим, к каждой кнопке привязана определенная длина волны в метрах. И на столь широком охвате частотного диапазона, благодаря клавиатуре, все очень легко перемещается. Теперь слушаем. Ну не все там, ну, как бы типа картины, знаешь, такой купил, ездил на выходных. Такой узор там именно в кабине, там в этой душевой. И он там ее начал ложить, ну короче. Меняло сопротивление. Вот там как дальше вот так, ага. Опять мороз, где-то 28 морозу, так, днем где-то 20-22 было. Ну, то ветра нет. А здесь вообще радиолюбители заходят и на основной общий режим SVI. Здесь бесконечно долго можно проводить время. Предлагаем дизель высшего качества на фирменных заправках с отличной скидкой. Звоните по телефону +7 967. Если заметили, о чем речь, отличное качество передачи. Для контроля зарядки видим, мигает красный индикатор, и когда полностью завершается зарядка, то на дисплее появляется значение BAT Full, то есть полный заряд батареек. В приемнике также можем зайти в раздел настроек. Для этого удерживаем нажатой данную кнопку. Появляется такое значение мануал, то есть ручной. Речь идет о ручной настройке часов. И при желании есть возможность выбрать и автоматической установки часов при наличии РДС канала. Попробуем, как это все работает. На данной частоте отсутствует РДС канал, поэтому для начала попробуем найти подходящую радиостанцию. И при наличии хорошего качества сигнала, как видим, на дисплее появляется индикация РДС. И теперь листаем информационные каналы. И на автоматической строке, как видим, автоматически подхватывает значок. Если заметно, перед часами появился вот такой маленький индикатор с изображением аналоговых часов. И теперь, возможно, часы смогут автоматически настраиваться. Следующая настройка снова связана с часами. Возможность выбрать формат. Далее идет функция Backlight, то есть автоматическое отключение подсветки дисплея. Есть возможность установить время срабатывания данного автоматического отключения, и задавать, как видим, можно от 10 до 30 секунд. В разделе FM Stereo здесь два варианта: автоматический и режим моно. Если кому нравится слушать в наушниках, то лучше выбрать режим автоматический. Есть еще такая ценная настройка: выбор режима работы Soft Mute, то здесь также можно включать-отключать данный режим. Следующий раздел настроек – это уже возможность выбирать хранилища A, B, C, 3 магазина в памяти, каждый из которых вмещает более 500 каналов. FM Step – это выбор шага частотного диапазона, и на выбор предоставляется 3 варианта: 50, 100 и 200 кГц. Далее возможность выбрать уже охват данной частотной модуляции, и здесь, как видим, есть возможности даже значительно шире, чем указано на обратной стороне корпуса приемника, и частоту можно выбрать, чтобы начиналась с 64 МГц.
Теперь выбираем шаги и для режима SSB. Здесь есть возможность выбрать только 2 шага. Дальше идет функция звуковой отклик, нажатие кнопок, бипер. Также данную функцию при желании можно включить-выключить. Функция Scan Delay. Этот параметр можно использовать для настройки задержки сканирования для страницы авиадиапазона, и это время, в течение которого радиоприемник ожидает сигнал на заданной частоте, то есть когда сигнал не принимается, так скажем, прежде чем продолжить следующее сканирование страницы. Настройки еще не все. В следующей странице можем видеть версию прошивки. Будет очень интересно узнать и версию прошивки ваших радиоприемников. Пишите в комментариях, буду рад. Ну и крайний раздел факторы, то есть заводские установки. Приемник спрашивает, нужно ли произвести сброс настроек на заводское по умолчанию состояние. И из радиоприемников могу сказать, что это устройство одно из лучших, которое когда-либо было в моих руках. Жалко, конечно, что YouTube не пропускает в эфир музыкальные радиостанции, чтобы передать всю прелесть звуковой сцены, который способен развить данный приемник, причем достаточно на высоком уровне громкости. Также в комментариях можете писать, какой обзор хотели бы увидеть в будущем. По вашим интересам также собрали достаточно хорошее количество самых обсуждаемых радиоприемников, в числе которых можете видеть и вот такую новинку. Так что развитие канала во многом зависит от вашей поддержки, поэтому не жалейте, ставьте много лайки. Всем спасибо за просмотр.